Ты уверена, что нам сюда? Дверь видел какая? Сплошной антиквариат. Меня зовут Александр Ганаков, и я эксперт в отельном дизайне. Это точно люкс? Да? Или голубятня? Добро пожаловать в Переделкино. Легендарный городок писателей. Здесь жили и работали Василий Аксенов, Белла Ахмадуллина, Исаак Бабель, Лиля Брик. Не очень четко написано, конечно. Ну как? Балкон. Смотри, как просматривается. Все соседи тут. Можно чокаться бокальчиками. Это центральный вход. Вот там ресторан за деревьями. Там еще соседи, да? Слушай, ну это другой подъезд ведь. Мы сегодня в Переделкино. Вот я и думаю, что здесь можно взять на заметку, а что надо бы переделать. Посмотрим. Это резиденция в деревне писателей. Сделана по типу отелей, то есть здесь могут размещаться гости. Поэтому мы сейчас посмотрим, насколько эта резиденция соответствует отельным стандартам. Начнем с чайной станции. Итак, все классно, посуда хорошая, очень стильный чайник, вообще в тему. Кофеварка немножко выбивается, но зато крутая. И все убрано, все рассортировано. Единственный вопрос. Здесь есть чайные смеси, но нет ситечка. Пока непонятно, как это заваривать. Будем разбираться. Комплиментом хорошая вода. Есть мини-бар, но это для напитков гостя. Пока что пустой, не заполнили. Дальше. Есть мягкая зона, но в мягкой зоне нет телевизора. Телевизор находится напротив кровати. Здесь стильный аксессуар. Все-таки это писательская деревня. Интересно, работает, нет? Светильник, дизайн. Возможно, где-то здесь поблизости делали. Здесь есть ящики, но это для длительного размещения, то есть гости могут сюда сложить свои какие-то вещи, аксессуары. Наш номер имеет террасу. Хорошая звукоизоляция. Здесь есть мебель. Можно посидеть, полюбоваться цветущей. Еще пока не цветущей, это цветущая. Это верба, да, почки. Вот в тот ресторан мы сегодня вечером пойдем, тоже потестим. Я знаю, что здесь не горючий текстиль, а от компании Triartex. Мне уже подсказали. Но это димаут. По идее, нужен блэкаут, чтобы солнце меньше проходило. Димаут все-таки пропускает свет. Дальше. Здесь нет штороводителей и нет перехлестия. То есть, если мы две шторы сдвинем, то они не заходят друг на друга. Здесь может быть просвет. До пола сделано все хорошо, то есть штора не должна доходить, порядка 6 миллиметров. Здесь как раз не доходит. Верх шторы прикрыт карнизом, то есть сверху пропускать свет не будет. Кровать. Тоже все в стиле прошлого века. Тумбы в уровень матраса, это хорошо, безопасно. Есть светильники, но нет светильников для чтения. Два варианта подушек. И два по наполнению разные и по размеру разные. Изголовье кровати большое, то есть явно больше 65 сантиметров. Здесь, наверное, около метра по высоте от уровня матраса. Опять же шпон.
Есть покрывало, сейчас его не используют, но с ним, конечно, все строже выглядит. Здесь, конечно, не очень хорошо. Вот эти все провода нужно убирать вниз, под тумбочку. Потом, здесь сделано 3 розетки, но все 3 розетки заняты под аппаратуру. Нет переключателя освещения. То есть будем пользоваться только вот этой лампой, видимо. Когда спать будем ложиться, надо заранее будет свет выключить. Итак, телевизор напротив кровати. Все правильно. Классный вот такой стеллаж для книг. Книг, конечно, маловато, но есть. Ретро. Мне этот мишка нравится. Олимпийский мишка. 80-й год. Я учился ездить на велосипеде как раз. Все коленки подбивал. Есть кондиционер. Что хорошо, летом. Рабочее место. Есть еще дополнительные ящики. Это, кстати, все шпон. Очень хорошая мебель здесь. Качественная. Все серьезно. Есть урна. Есть еще дополнительный стул. Меню ресторана. О, это что? Чат с сотрудниками. Шкаф под одежду. Угу. То есть здесь полочки под вешалки и сейф очень маленький. То есть сейф должен быть размером под ноутбук. Здесь не хватает. Теперь санузел. Свет в санузле управляется через стильные выключатели, тоже Middle Century. Здесь отдельный выключатель сделан. На вентилятор это правильно. А это куда? Это переключатель в гостиной. В общем, все в порядке. Дальше. Есть отдельный выключатель на подсветку зеркала. Есть 2 розетки для гостей, но в одну из них включается фен. Места для косметики гости мало, то есть только вот эта полочка. Вот. Можно было бы сделать побольше. Собственное мыло похоже, да? Аромат черной смородины, но, правда, здесь что-то под этикеткой просвечивает, но все равно с заботой. Хороший смеситель, вроде бы, я не знаю этот бренд, но написано Made in Italy. Донный клапан так себе, то есть, ну, тоже в стиле Middle Century. Гиберит, унитаз на 3,6 литра слив есть. Плавное опускание крышки есть. Ёршик открытый, это не очень хорошо, но есть 2 рулона бумаги, это правильно по отельным стандартам. Урна с педалькой, полотенцесушитель, полка для полотенец, брендированные халаты. Класс. Душ. Все закрыто. Немножко туговато. Что здесь особенного? Не хватает противоскольжения, я так подозреваю. Я, кстати, недавно фуговали, но там фугу нет, мыли еще. Затирку. Нет поручня. Термостат находится под лейкой, это не очень хорошо, лучше на другую стену переносить. Есть полка для косметики душа. И еще здесь есть, я уже увидел, вот такая раскладная табуретка. Ресторан, библиотека. В ресторане «Библиотека» можно попробовать современные интерпретации дореволюционной кухни и литературные чайные купажи. «Мятный лев», «Сны Достоевского», «Вишневый сад», «Русский караван». Что бы я поправил в номере? Я бы здесь сделал кухню, шкаф убрал, стол бы убрал, он здесь не нужен, потому что здесь есть несколько столов. А то вот у соседей, например, кухня на балконе образовалась. Кому подойдет отдых в Переделкино? Смена обстановки, свежий воздух, творческая атмосфера и быстрый Wi-Fi, значит, писателям и фрилансерам, а также любителям истории, любителям литературы. Ну и просто молодым парам и тем, кто устал от города.
Чем можно заняться в Переделкино? Посетить мероприятие Дома творчества. Каждую субботу обсудить книгу в книжном клубе, устроить чтение у костра. Каждые выходные здесь организованы экскурсии по городку писателей в Переделкино. В мастерской линогравюры можно освоить различные техники книжной графики. Поиграть в русский бильярд. Или сходить в гости к местным жителям. Многие писатели мечтали получить здесь хотя бы комнату, а сейчас любой может заглянуть в кабинет Пастернака, где писался роман «Доктор Живаго», или походить по комнатам, где жил Чуковский. Бар-буфет не случайно напоминает станцию метро. Здесь тоже есть своя история. Буфет отреставрировали, восстановив лепнину, дубовые панели и пол. Остались нетронутыми настенные мозаики раннего Зураба Церетели. А теперь немного о жителях писательской деревни. Это дача нашего друга и коллеги Дианы Балашовой. Рядом дача Акуджавы и Евтушенко. Да, вот смотри, здесь письменный стол под окном, пишущая машинка у нас есть, она рабочая. Книгу писать, Саш, надо. Пора. Вот, и кровать напротив. Вот и этот санузел. Вот здесь вот такие дома. Вот здесь нам надо натянуть баннер на это здание белый, да? Вот, и отсюда кино будем смотреть по ночам. Очень хороший, А да. тут киноклуб можно сделать? Да, тут киноклуб. А вот здесь у нас пойдем. Здесь у нас масленица была, здесь мы ее разжигали. Ну, такая вот площадочка. Хотим с Лешей купить надувную гидромассажную ванну. Классно. Слушай, ну вообще... И вот тут современная скульптура. Это Ораита же, да, это, Леш? Вот эти... Атмосфера у нас тут Марсель Пруст. Ага. Я считаю, что так. Да? Как раз. Класс. При такой этой... Смотри. Здорово. Слушай, так сюда прям надо журнал модный какой-то тащить на съемку. Да. У Какой-нибудь... нас тут и нет водных журналов теперь, так? Итак, главное. Занавес. Занавес. Вау! Театр одного актера. Видели когда-нибудь унитаз на личной площадке? Почему хозяева дачи не сделали перегородку? Это как в Венеции, да? Это как в Венеции, да, я не знаю. Ну и мы не сделали перегородку. Самая ценная вещь здесь это вот это бюро. Она принадлежала Льву Сбарскому. Лев Сбарский, это вы знаете. Да, мы Вот недавно оно. кино смотрели. Вот оно. Сериал про Регину Сбарскую – это совершенно неправильный образ. Он Да. абсолютно не такой. Да. Но художник совершенно гениальный. Посмотри. Минимализм, да, вот этому. Ты видишь, как бы, что можно было бы тут провести две линии, да, столешницу показать. Не проведено, но она есть. Да. И он весь вот такой вот. Да. Вот это вот детская энциклопедия искусств, по которой мы все там учились в свое время, это вот его вот этот шрифт. Вообще вот этот шрифт оттепели, когда, ну, такие вот, некоторые буквы очень широкие, некоторые очень узкие, перекладинка такая наверху, это вот его, он изобрел вот эту вот стилистику оттепели. И это вот его бюро. Потому что здесь жила вообще его первая жена, но они разошлись очень плохо. Она, кстати, вот в этом сериале тоже там показана. Такая вся убогонькая, приходит к Регине и говорит: ой, там вот это вот все мой муж, там это. Вот она такой не была. Она была гордая армянская красавица. Так что сериал возмутительный. Да. Да. Вот так. Каждый из моих аккаунтов в соцсетях имеет свой уникальный контент. Вы можете выбрать тот, который больше соответствует вашим предпочтениям. Подписывайтесь и ставьте лайки. Дайте знать, что вам интересно и важно.